Привет, друзья! Вы на канале Home Food. Сегодня готовим торт из ароматных апельсиновых блинчиков. Уже совсем скоро Новый год. Ну и как же обойтись без десертов? Ни одно застолье не обходится без сладостей. И они тоже должны быть по-настоящему сказочными. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. С одного апельсина счищаем цедру. Стараемся не затрагивать белую часть. Она придает цедре горечь. 2 средних очищенных апельсина, а точнее 250 грамм, пробиваем погружным блендером. Вот что должно получиться. Теперь вливаем в апельсиновое пюре 350 мл молока. Разбиваем 2 яйца. Всыпаем 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку без горки соли и еще добавляем 30 мл растительного масла. Это 3 столовых ложки. Перемешиваем все ингредиенты блендером до однородной массы. Далее переливаем в подходящую по размеру миску. Добавляем 1 чайную ложку апельсиновой цедры. Но тут, друзья, дело вкуса. Кто не любит цедру, смело пропускайте этот шаг. Еще просеиваем в чашку 280 грамм пшеничной муки и всыпаем 4 грамма сухих дрожжей. Замешиваем блинное тесто без комочков. Сначала венчиком, а после немного пробиваем погружным блендером. Наше тесто готово. Накрываем его и оставляем в теплом месте на 1 час. За это время оно заметно увеличилось в объеме. Можно готовить. Обжариваем апельсиновые блинчики на сухой сковороде с 2 сторон. Сковороду предварительно достаточно разогреваем. Перед началом ее немного смазываем маслом. Одного первого раза будет достаточно. Наливаю тесто немного неполный половник. Блины получаются диаметром примерно 20 сантиметров. Они выходят пористые, красивые и очень ароматные. Получилось 10 вкусных блинчиков. При помощи кольца или тарелки и ножа делаем блины одного диаметра. У меня 19. Готово. Для кремов взбиваем миксером до побеления 150 грамм мягкого сливочного масла. Затем к маслу частями вливаем сгущенное молоко. Продолжаем взбивать до пышности. Сгущенки понадобится 350 грамм. Теперь добавляем также частями 500 грамм мягкого творога и продолжаем работать с миксером. Если кого-то смущают крупинки творога в креме, перетрите его через сито. Или при помощи блендера также можно добиться однородности. Я оставила как есть. Очень пышный и густой получается крем. Собираем торт. Смазываем уже остывшие блины обильно творожным кремом. Поочередно один за другим. Все 10 штук. Ставим готовый торт в холодильник для стабилизации примерно на 2-3 часа. Украшаем торт перед подачей на стол на свое предпочтение. У меня это кусочки апельсина и темного шоколада, а еще немного черники. Торт получается в меру сладким, мягким
не жирным и очень вкусным. Словами не передать, нужно попробовать. А какие десерты и торты готовите вы на Новый год и Рождество? Оставляйте в комментариях ваши отзывы, мне будет интересно почитать. Благодарю всех за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии и делитесь роликом с друзьями. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока! Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.